Друзья, в этом видео я вам расскажу простой способ, как из 10% сливок можно получить 33% сливки. Такие сливки очень хорошо взбиваются и отлично подходят для приготовления, например, домашнего мороженого. Как приготовить вкуснейшее домашнее мороженое всего лишь из 2 ингредиентов, вы можете посмотреть по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Мороженое получается очень вкусное, а способ его приготовления очень простой. Для того, чтобы нам приготовить 500 грамм 33% сливок, нам потребуется 340 грамм 10% сливок и 160 грамм сливочного масла жирностью 82,5%. Обращаю ваше внимание, что сливки и сливочное масло должны быть полностью натуральными и изготовлены на 100% из коровьего молока. Сливки и масло берем комнатной температуры, выкладываем масло в сливки. Теперь нам необходимо на водяной бане растопить наше масло. Включаем средний огонь, ставим сливки и масло на водяную баню и помешиваем лопаткой до полного растопления нашего масла. Сильно нагревать нашу смесь нет необходимости, нам необходимо лишь растопить сливочное масло в сливках. Таким же способом вы можете приготовить 33% сливки и из сливок 20% жирности. Количество ингредиентов, которые необходимо для приготовления 33% сливок из 10% сливок или из 20% сливок, я оставлю также в описании к этому видео. Если вам необходимо приготовить не 500 грамм, а 250 грамм сливок, то вам просто необходимо разделить все ингредиенты на 2. После того, как наше масло полностью растопилось, сливки у нас получились внизу, а масло вверху. Теперь нам необходимо их объединить. Для этого, пока они еще горячие, мы взбиваем их на высокой скорости погружным блендером. Взбиваем 2-3 минуты до полного объединения сливок и масла. В итоге у нас должна получиться однородная жидкость. Далее нашу смесь необходимо охладить. Для этого мы ее помещаем в холодильник не менее чем на 4 часа, а лучше на ночь. Охлаждать массу в морозилке категорически воспрещается, поскольку она снова расслоится на масло и сливки. В результате у нас получились самые настоящие 33% сливки. Теперь мы их можем взбивать. Я взбиваю сливки в банке. Это делать очень удобно, поскольку сливки взбиваются достаточно быстро и они не разбрызгиваются. Взбивать необходимо только охлажденные сливки. Для хорошего взбивания сливок рекомендуется даже металлический венчик для взбивания охладить примерно минуту в морозильнике, тогда сливки взобьются еще лучше. Взбивать сливки лучше начинать с медленной скорости, постепенно ее увеличивая, так чтобы их не перевзбить. Например, для приготовления мороженого сливки достаточно взбивать примерно 1,5-2 минуты. Этого будет вполне достаточно. В результате взбивания сливки увеличиваются в 2-3 раза. Полученные таким образом сливки ничем не хуже уже готовых 33%. А кроме того, в моем случае, сливки получились еще и на 20% выгоднее, чем уже готовые покупные 33%.